Привет, друзья! Привет, ребята! Привет, люди, которые знают меня! И привет, люди, которые еще не знают меня! Я Моема или Моемушка. Я немка-бразильянка, и я учу русский язык. И я училась в Твери 1,5 года. Вот. А когда я была в России, я заметила разные вещи, которые для меня были просто русские. Да? Для меня были как, окей, я в России. Я поняла. Сегодня я буду рассказывать именно про этих вещей. Начинаем. Первый день в Твери. Холодно, осень. Нам надо в центр города поехать на маршрутке. Я вообще не знала, что такое маршрутка. Я знаю, что такое автобус, а маршрутка это что? Это что-то меньше автобуса, но не такси. Да, и не просто машина, да. Вот. Тогда в этой машине, в этой маршрутке никакая кнопка, которую можно прижимать, чтобы остановить маршрутку. Надо просто кричать. На остановке, пожалуйста. Первый месяц в России я просто была как, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Кто-то да меня. Пожалуйста, кто-то да меня. Кричает на остановке, пожалуйста. Пожалуйста, мне не надо. Прошу вас. Прошу просто, пожалуйста. Сейчас я чё? Кричать громко в маршрутке? Конечно, я все под контролем, Начинаем. На остановке, пожалуйста. Остановите, будь добры. На остановочку, пожалуйста. На остановке, будь добры. Будьте добры, остановите, пожалуйста. Да, я знаю. Вот. Иногда, конечно, особенно вечером, нету маршруток больше, нету автобуса, да? И тогда надо такси заказывать. И у меня было приложение Ру-такси, Яндекс.Такси, все такие приложения, да? Но что я заметила, когда я заказала такси, это что такси в России – это белый Рено Логан. Да, это предложение. Вас ожидает белый Рено Логан. Никогда, я говорю, никогда не буду забывать. Никогда. Вас ожидает белый Рено Логан. Сейчас будем говорить о еде. Когда мне нравится еда, блюдо, кухня страны, я уже чувствую себя дома. Вот. А в России вообще русская кухня похожа на немецкую. Ну, много картошки там, не знаю. Вот. Но я заметила одно. Укроп. Я понимаю, когда добавляют в пельмени или там гречка. Окей, это русские блюда. Но в России добавляют укроп просто на все. Там итальянская кухня. Окей, давай. Спагетти болонезе. Чего-то не хватает. Что может быть? Чего может быть? Укроп. Да. Курица – укроп. Мясо – укроп. Пицца – укроп. Азиатская кухня – укроп. Давай еще. Хлеб – укроп. Макароны – укроп. Гречка – укроп. Попкорн – укроп. Тортилья – укроп. Картошка – укроп. Морковь – укроп. Вареники – укроп. Чай – укроп. Сончик – укроп. Рис – укроп.
Укроп. Пожалуйста, если есть мафия укропа, типа, я люблю укроп, мне нравится укроп, я с удовольствием ем укроп, просто не всегда. Сейчас, чтобы закончить видео, я буду говорить о туалетах. Да, вот. В Твери, в университете, туалеты вообще, ну, говорим, не такие хорошие, да? Они даже похожи из прошлого века, я не знаю, наверное, там еще Пушкин писал, не знаю. Ну, серьезно говорю, они старые, не знаю, да. И там нету туалетной бумаги. Я не знаю почему, думаю, может быть, они не, типа, чтобы больше денег на учебу остался, не знаю, осталось, кто я, чтобы там решить про туалетную бумагу. Но, значит, всегда надо брать с собой платочки. Но я обычно забывала взять платочки. И поэтому надо было спросить. Вот, сейчас я делаю маленький шоу для вас. Enjoy! Привет! О, ну, приветик! А у тебя есть платочки? Ты имеешь в виду салфетки? Да? Ну да, только влажные. Спасибо. Сейчас я буду смартчики, я знаю, как все здесь правильно. Секундочку. У тебя есть салфетки? Платочки? Что? Да? Ну ты, только влажные. Окей, да, спасибо. Чё? Как мне учить русский язык? Как мне выучить это? Когда я говорю платочки, это салфетки. Когда я говорю это салфетки, вот, они платочки. А в конце концов, мне дают влажные салфетки. Вот, и как мне знать, как мне спрашивать, как мне выйти с ума? Скажите. Вам понравилось это видео? Тогда подпишитесь. Подпишитесь. Да, русский сложный язык. Ну вы знаете, что я хочу. Я буду рада. Окей. Пока.